Привет, друзья! У меня сегодня на канале гость, Андрей из канала Дымов. И сегодня мы будем с ним готовить шашлык из баранины. Приготовим баранью ножку в одном маринаде и корейку в другом. Первым делом нам с тобой нужно разделать мясо. У нас сегодня баранья нога и корейка, как я и говорил, и подготовить маринад. Я могу взять на себя грязную работу и разделать баранью ножку, удалить лимфоузлы, там все разделать. Можешь порезать лук, если Давай, хочешь. я с твоего позволения займусь лучком. Здесь все как обычно. Можно немножко зачистить и обязательно удалить лимфоузел, чтобы не было неприятного запаха. Находится он примерно вот здесь. Нам нужно подобраться под мышцу. Можно сделать это с этой стороны, можно с обратной, кому как удобно. Но это если вы запекаете целиком. Если нет, на разделку под шашлык вообще не принципиально, как вы будете до этого лимфоузла добираться. Находим мышцу и, двигаясь по ней ножом, раскрываем мясо. Здесь вот в глубине прячется вонючка. Мы к ней подобрались. Просто со всех сторон ее вырезаем. Можно его разрезать. Здесь вот внутри вот такая вот неприятная штука. Она и дает неприятный аромат. Все, Тихон, теперь шашлык будет вкусный, да? Да, теперь все будет как надо. Такая мелочь может испортить весь шашлычок, да? Ну да, из-за нее, если она будет лежать вместе с мясом, она просто этот аромат постепенно, особенно если маринад такой долгий, влажный, в котором легко ароматы расходятся, то она просто все попортит. И дальше уже по костям просто срезаем постепенно мышцы все. Потом будем их уже нарезать на аккуратные кусочки. Ну что, мясо у нас есть, не нужно нарезать его на порционные кусочки, а тебе нужно корейку разделить на пистолетики. Хорошо, ну у нас прохладно, ты не против, если мы погреемся? С удовольствием. Тем более у меня сегодня гостевая наливка вишневая от Да, Андрея. наливку, ролик у меня этот на канале есть, сам готовил. Давай продегустируем. За встречу? За встречу. Как сок вообще. Мягенькая, да? Очень вкусно. Даже лучком закусывать не надо. Теперь можно продолжать. Нарезаем мясо на порционные куски. Ай, какая красавица. Так, все, с корейкой я справился. Делаем небольшие кусочки, чтобы они быстро прожаривались. Не сохли у нас на мангале долго. Рассказывай, в чем будем корейку мариновать? Корейку? Ну, корейку будем мариновать классическим вариантом. Будем использовать зиру, кориандр, смесь перцев и соль. Для начала подготовим нашу смесь. Добавляем зиру, примерно чайная ложка, кориандр и смесь перцев. Соли добавим совсем немного, просто чтобы проще нам было перемолоть смеси. Как правило, я шашлык люблю солить, когда он уже на шампурах. Аромат даже отсюда идет. Шикарный, да? Свежеперетертая зира — это прям идеальная добавка к шашлыку из баранины. Так, теперь мы берем наши ребрышки, пистолетики. Выкладываем один слой и посыпаем специями. Вот этот вот стейк показательный. Здесь, получается, идет маленький кусочек вырезки, а здесь тонкий край. Если брать говядину, то это называется стейк, если не ошибаюсь, тибон, либо в зависимости от того, если он ближе уже к концу, у него немножко другое название, сейчас не помню. То есть здесь есть кость, она идет по центру, и с двух сторон два разных стейка, очень нежная часть. Теперь мы добавляем сюда оливковое масло и все тщательно перемешиваем. Втираем специи в мясо. Все, и оставляем наши ребрышки мариноваться полчаса. Ну а Тихон будет мариновать баранью ножку. Да.
Абсолютно верно. Так же, как и корейки, хорошие свежие бараньи ножки, долгий маринад не нужен. Сегодня сделаем его в таком легком средиземноморском стиле греческом. Немножко будем мариновать в белом вине, луке, тимьяне и розмарине. Я уверен, будет отличный шашлык сегодня. У зелени снимаем только самую ароматную часть. Стебельки нам не потребуются. И здесь также. Сюда же отправляю крупный дробленый черный перец и выкладываем репчатый лук. Лук нужно сразу посолить, для того, чтобы во время перемешивания он лучше отдавал свои соки и распределялся по мясу. Теперь наша задача сломать его структуру, отжать его прямо в мясо. Он сразу становится такой водянистый и сочный. И наливаем полстакана белого вина. Немножко оливкового масла для хорошей корочки. И делаем массаж. Ну и все. Тоже буквально какие-то считанные минуты, и наше мясо будет готово к тому, чтобы отправиться на мангал. Да. Я предлагаю пойти разжигать мангал, чтобы у нас были готовы угли. Пойдем, перемещаемся к мангалу. Ну что, угли у нас с тобой прогорают. Самое время нанизывать мясо. Я подготовил овощи. А я займусь мясом. Все как обычно, на небольшом расстоянии друг от друга, просто кусочки. Немного соли и растительного масла. Немного перемешать. И чтобы наше мясо не остыло, первыми на мангал отправляем овощи. Ну и первый на мангал у нас отправляется баранья ножка. Даем мясу хорошенько зажариться и переворачиваем его каждые 2-3 минуты для того, чтобы с каждой стороны образовалась аппетитная корочка. Вначале пожарим ногу, потом будем жарить пистолетики. Пистолетики. Пахнет обалденно. Вообще, прям вином запах такой. Ух. Сейчас еще должен запах баранины. Кстати, о вине может накать? Запросто. А у нас в кадре пополнение. К нам приехал дорогой гость. Сергей с канала Окопов. Давайте еще раз за встречу. Я не мог допустить, чтобы вы пили без меня. Ждем вкусный шашлык. Ну, разве не красота? Супер, тихо. За Это стол? просто супер. Пойдем дегустировать. Серега, мы идем. Ну что, самый вкусный момент, тихо. Да. Будем дегустировать. Будем дегустировать. Друзья, я хочу вам сказать, что мы с Андреем сняли еще рецепт к нему на канал. Потрясающий шашлык из скумбрии. Переходите, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на Сергея, а у нас начинается дегустация. Ждем гостей на свои каналы. Ну, давайте уже, пахнет так безумно вкусно. Я снимаю. С корейки начнем. Для аппетита. Спасибо, что приехали. Спасибо тебе, что встретил.